Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали. Господа, сегодня у нас в гостях очень редкая псинка. Встречайте эфиопского шакала или каберу, один из редчайших видов в семействе псовых. В литературе этого песика называют также эфиопским волком, эфиопской или сыминской лисицей, эфиопским чепрачным шакалом. Подобное разнообразие названий стало следствием продолжительных сомнений относительно происхождения этого то ли волка, то ли лисы, то ли шакала. Кстати, народ Арома на юге Эфиопии называет этого зверя лошадиным шакалом из-за его повадки сопровождать беременных кобыл и коров, чтобы после родов съесть, нет, не детеныша, а выброшенную плаценту. Однако сейчас эфиопского шакала окончательно отделили от лисиц и отнесли к роду волков, ибо недавние молекулярно-генетические исследования доказали, что эфиопский шакал происходит именно от волка обыкновенного. Близкие родственники серых волков и койотов, эфиопские волки, вероятно, произошли в результате позднего проникновения представителей псовых в северо-восточную Африку. Эфиопский волк – это один из всего 3 видов млекопитающих, обитающих только в горах Эфиопии. 2 других – это эфиопская кротовая крыса и горная ньяла. За последние 15 тысяч лет площади горных злаковых лугов, которые они населяли, постоянно уменьшались вследствие потепления на африканском континенте, и сегодня эфиопский волк водится лишь на 1/10 части своего прежнего ареала обитания. Эфиопский шакал экологически высоко специализирован. Он обитает только на безлесых территориях на высоте 3000 метров и выше в зоне альпийских лугов. Ниже, в свойственном этому району Африки жарком климате, эти звери жить не могут. Напоминая койотов внешним видом и размерами, эти длинноногие и длинномордные пёсели до сих пор упоминаются под разными названиями. Великие умы называли их то абиссинскими волками, то семепскими шакалами, то красными лисами или эфиопскими шакалами. Путаница имен происходит из-за того, что, несмотря на принадлежность к волчьему роду, охотничья специализация эфиопского волка – это исключительно грызуны. Поэтому внешне он напоминает большую лисицу. Широкие заостренные уши, удлиненный череп, узкая заостренная морда и мелкие, широко расставленные зубы. Все это приспособлено для охоты на мелких млекопитающих. Эфиопского волка можно увидеть, когда он пересекает горные равнины, охотясь на вездесущих грызунов. Он заметен благодаря своему блестящему, рыжему, с белым окрасу. Главные объекты его охоты – это эфиопская кротовая крыса и несколько видов травяных мышей. Эти волки наиболее активны днем, ибо умеют синхронизировать свою активность с активностью наземных грызунов, что достаточно необычно для хищников этого рода. Охотясь по большей части в одиночку, они иногда объединяются в группы для преследования телят, горной ньялы, болотного козла, зайца старка, а также дамана. Обычно эфиопская стая волков состоит из 6 особей, включая 3 родственных взрослых самцов и от 1 до 3 самок, а также их щенков. Участок обитания относительно невелик и в среднем составляет около 7 километров в местах, богатых кормовыми ресурсами, но достигает 15 километров в местах с низкой численностью грызунов. Так как богатые мышками и крысками незанятые места обитания довольно редки, то стая эфиопов вынуждена защищать свои участки от чужаков. Раннее утро и вечер волки проводят, патрулируя территорию и помечая границы. Кстати, у эфиопов
эфиопских волков и не менее редких обезьян Гелада сформировался некий симбиоз. Наши редкие песики мирно бродят среди стаи обезьян и даже не трогают их детенышей, предпочитая охотиться на грызунов. Это поведение великие умы сочли удивительным, ведь маленькие гелады меньше молодых овец, которых обычно поедают волки, а значит хищнику было бы проще удовлетворить свой голод, поймав обезьяну, чем охотиться на мышей. При этом гелады также вели себя спокойно в присутствии волков, не разбегались и не забирались на скалы, словно знали, что хищники не будут на них охотиться. При этом гелады ведут себя совершенно иначе при появлении одичавших собак, которые агрессивны к обезьянам и часто охотятся на них. Такое поведение может объясняться стратегией охоты эфиопских волков. Они пытаются слиться со стаей гелад и стать менее заметными для грызунов своей основной добычи. Вот такой хитрый ход. При вторжении же родственников, соседей, эфиопские волки используют ритуализированные демонстрации, угрожающие позы и вой, избегая при этом непосредственных контактов. Правильно, зачем лапы марать? Весь инцидент пения и демонстрации силы обычно заканчивается бегством меньшей группы волков, которая в результате может утратить свой участок. У эфиопских волков полный матриархат, но при этом вполне моногамный. Самцы этих пёселей не уходят из семьи, а остаются в стае, где соотношение полов сдвинуто в их сторону. А вот свыше половины самок уходят из стаи в 2-летнем возрасте и становятся леди-бродягами, занимая узкие участки между территориями других стай до того, пока в одной из них не освободится вакансия для размножения. Таким одиноким волчицам часто некуда идти, и наихудший вариант – это отправиться в район сельхозугодий, поэтому звери уходят только в случае крайней необходимости. Доминантная самка каждой стаи может приносить волчат только раз в год, с октября по декабрь. Все члены стаи охраняют ее логово и приносят добычу для кормления ее щенков вплоть до 6-месячного возраста. Подобно другим детенышам псовых, эфиопские волчата имеют очень тесную и продолжительную связь с матерью. Субдоминантные самки часто выступают в роли нянек и помогают доминантной выкармливать волчат. Размножающуюся самку после смерти обычно сменяет ее высокоранговая дочь. Эта кажущаяся вполне удобной система может иметь гибельные последствия инцеста, ведь самки спариваются с самцами своей стаи, то есть с отцами, братьями или дядями. Однако они стараются избегать опасности инбридинга благодаря необычной брачной системе, которая отличается от моногамии, типичной для большинства представителей псовых. Пора любви начинается в конце дождливого сезона, во время которого большинство самочек активно ищут контактов с соседями-самцами, группы которых прочесывают территорию в поисках подходящих жен. В результате этого до 70% соитий все-таки происходит с самцами и из другой стаи. Для нормального существования эфиопских волков требуются очень специфические условия, что нетипично для остальных псовых. Такая пищевая специализация поставила их на грань исчезновения. В наше время угроза полного исчезновения возросла еще больше из-за развития сельского хозяйства и выпаса скота на горных пастбищах. В результате волки сохранились в виде маленьких популяций лишь на отдельных, не затронутых человеческой деятельностью природных островках, что значительно увеличило риск вымирания. Подверженность псовых болезням и теоретически возможная гибридизация с домашними собаками – это дополнительные отрицательные факторы, возникающие при
возрастании контактов с людьми. Если учесть, что сохранилось не более 500 взрослых волков, то угроза существования этого вида самая высокая среди псовых. А как вы думаете, зачем эфиопские волки дружат с обезьянами? Предлагаю помочь ученым в решении этого вопроса. Пишите свои варианты в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!